Сколько бы лет ни прошло, а самой страшной хоррор-игрой в мире и за все время существования видеоигр для меня будет Cry Я прошел уйму страшных игр, но ни одна не пугала так же сильно, как Surf Kefir. Проработанный и основанный на реальном мир, интересный сюжет, линейный геймплей и достоинства этой игры можно перечислять очень долго. Я уже снимал видео по Кофу, однако я хотел бы оставить об этой игре побольше контента на канале, ибо должен отдать игре должное, благодаря ней это я. В этом видео мы с вами попытаемся вспомнить, а в чем же заключался сюжет этой сложной, драматичной и запутанной картины. Когда-то, давно-давно, в изысканной стране Швеции, в непритягательной столице Стокгольм, родился младенец в больнице с фамилией Рёнберг, а родители в ту же секунду в момент окрестили малыша Андреас. Но нам будет легче, если мы будем называть его Андрюха. И вы даже себе не представляете, на что будет способен в будущем этот юноша. Шли годы, малыш научился ходить, говорить, есть, ходить по-большому самостоятельно и так далее. В общем, малыш стремительно развивался. Он ходил в школу, ездил на метро, да и классная у него жизнь была. Зато Андрюха очень интересовался компьютерными играми, что неудивительно. И его любимой игрой была знаменитая на то время первая часть Half-Life. Часами, а то и днями Андрей увлеченно, или я бы даже сказал, с особой зависимостью проводил время за компьютером, играя в основном Half-Life и похожие ей игры на то время. Как вдруг Андрюше в 13 лет приходит очень мудрая и редкая по меркам того времени идея: я хочу создавать игры. Но желание Андрея имело очень большую сложность в исполнении. Начиная с 1990-х, игровые движки были весьма недурным и дорогим удовольствием, поскольку это были новейшие разработки и технологии, поэтому пощупать такую систему было дано не каждому. Разработку движков и их использованием могли заниматься лишь независимые или дорогие компании для упрощения конкуренции. Поэтому говорить о том, что любой желающий человек с амбициями мог бы создать нечто свое, думаю, не стоит, потому что тогда, что сейчас, движок либо полностью покупает, либо покупает временную лицензию на его использование. Мы уже с вами привыкли, что тот же самый движок Unity можем скачать по одному нажатию клика мыши. Но раньше времена были совсем другие, поэтому обычным смертным была чужда разработка игр, а лишь разработчикам крупных компаний и фирм. Но с появлением Half-Life от Гейба, индустрия поняла, что неплохо иметь под крылом движок, который будет абсолютно доступным для всех, и решение Андрея о создании своих собственных игр перекочевало в разработку, модификации или в простонародье моддинг. В 2005 году Андрюха в одиночку выпускает свой мод на Half-Life, который назывался Afraid of Monsters, которая залутала кучу хвалебных отзывов, огромную поддержку со стороны сообщества и фанатов Half-Life, а также несколько наград от сайта с модами ModDB. Если вкратце, то на то время хоррор-игр было невероятно мало, но энтузиастов, которые делали свои моды на движке Half-Life, было уйму. Поэтому и конкуренция была серьезная. Но это не помешало Андрюхе завоевать свою аудиторию по его интересам и увлечениям. В конечном итоге наш Андрюха, участвующий в других проектах, которые, я думаю, не стоит оглашать. Но конечным проектом стал сам, что ни на есть, Cry. На пути разработки этой игры Андрей создал свою команду Team Psychscaler. Сам продумывал сюжет, локации и писал саундтрек. Короче, Андреас был самой главной шишкой в команде, все же остальные занимались второстепенными задачами. В 2008 году команда начала разработку Cry и была выпущена в 2012 году. За все это время команде пришлось убрать из игры уйму вещей, что-то заменить, что-то улучшить. Было обыденной задачей каждого из команды. Как и ожидалось, Cry стала знаковым и непревзойденным произведением в жанре страшилок. Разумеется, она получила кучу наград и так далее. К счастью, проект планировался на перенос движка Unreal Engine и, к сожалению, был заброшен из-за нехватки денежных средств. Сейчас же, на данный момент, неизвестно, чем конкретно занят Андрюха, но он заявил, что готовит новый проект, похожий на его предыдущие игры. Как ни странно, но все его игры были созданы под гнетом трудных жизненных ситуаций Андреаса. Именно трудные события в жизни и повлекли за собой создание его проектов. Теперь же Cry. Не буду спорить, да, я лютый задрот этой игры, потому что ничего такого уже страшного, как Ков, я еще не видел. Возможно, под влиянием вашей поддержки о поисках желаемого и похожего на Cry хоррора я смогу заняться этим. Но лучшая поддержка от вас — это подписка на канал, разумеется, и про телеграм-канал не забывайте. Прежде чем мы погрузимся в эту увлекательную историю, я немного подправил графику игры, убрал лишние эффекты и так далее. Давайте уже наконец начнем.
Перед началом нас приветствует письменное предисловие о чувствах Андреаса, и он считает, что одиночество – зло. Глазеем на мрачные и антуражные окрестности Стокгольма. Главный герой по имени Саймон в темное время суток передвигается на поезде, видимо после учебы. И видно по его выражению лица, что он чем-то обеспокоен. Oh, shit. What happened? И вот мы здесь, и в наших руках фотоаппарат. Как вы поняли, произошла намеренная авария, в результате чего мы оказываемся в загадочном темном пространстве, где не хитрыми манипуляциями, а именно фотографировать крестики, чтобы пробираться дальше. Фотоя крестики, я натыкаюсь то на всякие трупы, то на загадочные надписи, написанные кровью о ненависти. В результате всех этих действий Саймон оказывается в темном переулке в беспамятном состоянии. На телефоне кончились деньги, а мама шлет нам весточку о том, что очень сильно переживает и нам нужно поскорее возвращаться домой. Так и начинается первая глава. Во мраке города. Для тех, кто еще не понял, в игре локации имеют реальный прототип, это буквально город Стокгольм. Благодаря усилиям Андреаса, игра получила очень похожий дизайн столицы Швеции. Оттого игра обладает нереально страшным нарративом. Интересный факт, Саймон срисован с Андреаса. Раньше я этого не замечал. По-быренькому разбираясь с инвентарем в игре, ведь он здесь работает по-другому, нежели как в Халфе. Проходя по длинным коридорам, замечая загадочную темную фигуру, которая тут же скрывается. На двери выхода висит замок с кодом, поэтому, чтобы отгадать код, мне придется идти дальше. При этом замечаю, что Андреас очень постарался над проработкой локации. Все выглядит очень круто и качественно, даже спустя 13 лет. Нахожу две записки на улице с какими-то словами и натыкаюсь на местный бар, где есть работающий компьютер, где я и ввожу данные из записок. Вводя в учетную запись, я узнаю код от замка, а также слышу очень страшный звук открывающейся двери. И кто-то за нами следил. Пора сматывать удочки и возвращаться обратно. Ввожу код от замка и пробираюсь дальше. Попутно встречаю приоткрытую дверь, где та же загадочная фигура ее тут же закрывает. В катсцене загадочный номер отправляет Саймону сообщение с просьбой посмотреть направо, где приоткрывается другая дверь. Благодаря магнитофону сохраняю прогресс игры. Как вдруг на Саймона нападает жалкое подобие зомби с молотком. Успешно отбиваясь, Саймон не особо-то верит в происходящее и хочет позвонить в полицию. Но нет связи. Нам ничего не остается, кроме как продвигаться дальше. Расправляемся с монстрами, путешествую по водосточным каналам Екатеринбурга, а также узнаю, что хилками на все прохождение игры будет служить морфин, который успокаивает Саймона. Придя в новое место, другой неизвестный мне номер отправляет сообщение о помощи, поэтому поскорее поспешим. Так мы впервые оказываемся в местных апартаментах, иногда встречая очень жуткие записки, в которых какой-то маньяк в стихах описывает, как следить за детьми. Более подробный разбор таких элементов я делал уже в айсберге по краю эфир, так что зацените, там все интересно. Захожу в первую квартиру и сражаюсь с новым мобом ребенком и спускаюсь на этаж ниже. Захожу в еще одну квартиру и в одной из комнат меня запирают насильно. Комната вся обклеена жуткими фотографиями с кровью, трупами и другой жестью, но также нахожу здесь и ключ, окно разбивается и слышу снаружи шаги человека, который по доброй воле снова открывает дверь. И натыкаясь в буквальном смысле этого слова на нового моба малыша. Пробиваюсь через всю эту канитель из зомбей и успешно достаю себе первое огнестрельное оружие, Glock 19. Заодно и ключ добываю. Обходя все препятствия, я поднимаюсь на 4-й этаж апартаментов и нахожу того мужика, который писал с неизвестного номера. Он покончил жизнь самоубийством в ванне. При этом он оставил нам прощальный подарок в виде еще одного ключа. Встречая нового моба, как я люблю его называть, балерину. С помощью веревки, которую я подобрал в этой же квартире, я спускаюсь на этаж ниже, а потом иду в подвал, где все затопило. Попутно расправляюсь с новым мобом, сумасшедшей женщиной. В подвале творится черти что. Учитывая петли из веревок, цепи и окровавленную мебель, забираю кассету, на которой тот мужик в ванне казнил какого-то другого мужика. И на его теле он начиркал нам код. Первое прохождение игры, я думаю, многие со мной согласятся, в игре тебя никто за ручку не ведет, и большое количество моментов здесь абсурдно непонятно.
непонятное. Отчего этот код и все такое. Но тут уже знаете, кто как проходит. Если ты до этого натыкался на лифт с кодовым замком, то сразу станет понятно, а если ты не встретил лифт, то будешь обречен постоянно мельтешиться в этих апартаментах. Спускаюсь на лифте и захожу в комнату. И вот первый босс игры — Пилильщик. К большому сожалению, босс несложный и завязан на скриптах. В угоду особенностей движка Gold Source, этот босс может убить тебя только если ты тупо будешь стоять на месте. Поэтому двигаемся, наносим урон, а сзади на его спине слабое место. Стреляем по шишке, и в конечной он зарубил себя. Победа. Нас одаривает первым флешбеком Саймона, а если конкретно его дома. Саймон очухивается, и перед ним же предстает какой-то доктор с газовой маской. Он говорит, что не является монстром, и доносит до нас мысль о том, что те, кто вдыхает воздух, становятся такими же монстрами. Поэтому он и носит эту газовую маску. Саймон не успокаивается и приложит все усилия, чтобы догнать этого доктора. Начинается вторая глава. Кто такой этот доктор? Как всегда, убиваю мобов, собираю различный лут и нахожу старую вырезку из газеты, где написан номер для душевнобольных. По телефону жутким голосом и такими же не менее жуткими предложениями мужик говорит нам код от двери, чтобы пройти дальше. Никакой помощи, разумеется, не ожидается. Продолжаем путь по водосточным каналам с участием тамошних подводных монстров, попадая в новое подземное место. Из приятного в этом месте только дробовик и легкое желание затянуться парламентом. Лепота. Путем очень хитрых манипуляций мне удалось пробраться дальше и снова встречаю этого доктора, который при нас разрезает голову какого-то мужика и нового босса, который съел ключ. Босс, кстати, зовут Булава Носец, так гласит самый популярный русификатор. Так же, как и прошлый босс, он убивается с помощью скриптов, а не скиллу. Блять, уль ты застрял, бля, еблан. Охуенно, я его победил, еще и сам сдох. Охуительно. Быстрее! Говно опять! Разрезать нам тушу нечем, поэтому я нашел пилу. Вуаля, ржавый ключ у нас. Открываю дверь и хочу заявить, что это мой самый любимый момент в игре. В этом моменте отчетливо можно понять всю боль, мучение, чувства 5-10, но он не осязаем. Я знаю, что многие и даже те, кто не играл в эту игру, знают, о чем здесь идет речь. Поскорее выбираемся из этого мозгового штурма и получаем второй флешбэк, где полиция активно ведет следствие аварии, которая произошла еще в начале игры. Саймон в раздумье и не знает, что реально, а что выдумка. Глава 3. Город таит опасность. Мама все еще за нас переживает, а мы продолжаем путь. Исходя из карты, наклеенной на остановке, мы понимаем, что нам нужно на метро Саксон-авеню. Да, бывает и такой пиздец на дорогах. Снова узкие пространства, снова очень темно и снова... Извините. Короче, идем дальше. И новый босс. Ну, как босс, просто моб, от которого нужно убегать. А убить его, к сожалению, нельзя. А если и получится, то только спустя плюс 100-500 патронов. Да и к тому же нехитрым путем можно и раздобыть М16 раньше положенного. Но париться я над этим не хочу, поэтому просто убегаю от него. Проникаю в новые мини-апартаменты, все здесь зачищаю, а потом... Извините. Итак, новая локация — мини-парк, где нужно решить небольшую задачку, которую я никак не решал своими мозгами, а всегда пользовался спидранерским приемом, благодаря которому я постоянно скипал эту загадку. Без всяких гайдов я справился. Теперь мы докатились до мобов на кроватях, и как внезапно еще один неизвестный номер трезвонит женским голосом нам с просьбой подняться на крышу одного из домов. Спустя какое-то время мне все же удалось забраться на крышу этого дома, где я встречаю старую знакомую Саймона, а если точнее друга или же бывшую одноклассницу Софи. Наш Саймон в замешательстве и не понимает, что здесь делает Софи. В то же время Софи совсем не знает или же не понимает, что происходит сейчас в городе. Софи предлагает посидеть на крыше и поразмышлять обо всяком. В ходе диалога выясняется, что Софи даже не помнит, как она здесь появилась. Еще будучи школьницей, над Софи постоянно издевались, а Саймон был единственным, кто ее поддерживал и относился по-доброму. Между голубками вспыхивает неподдельная любовь, но все заканчивается френд-зоной. В конечном итоге Софи высказывается на полную, говорит, что ее все задолбало, и она
теперь точно готова покончить со всем этим. Нет, не с монстрами, не с кошмаром, а покончить жизнь самоубийством. I mean all. No! 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 Sophie. Why did she? What the fuck? This isn't making any sense. Was it you who made her do it? Why? Why? You sick fuck! И тут же появляется новый босс Толстяк, с которым мы, конечно же, справляемся. А Софи лежит на асфальте. Если приглядеться, то можно заметить мой телеграм-канал. Подписывайтесь. Тут, правда, немного текстура Софии сломалась, ну да ладно. Короче, Саймон пиздец как был влюблен в Софи, но из-за одиночества Саймон начал вести себя как ненормальный. Глава 4. Погруженный в скорбь. А у Софи лежит карточка, которая даст проход к дальнейшему развитию сюжета. Неужели патроны? Извини, чувак, но я первый застолбил. Итак, попадаем на одно из важных мест Саксон-авеню. Здесь бегают местные смертники, которые с глока попытаются нас убить. Однако есть способ менее затратно от них избавиться. Не благодарите. Чтобы пройти в метро, нам нужен предохранитель, который откроет дверь, поэтому идем по совершенно другому пути. И готов заявить, что начинается самый душный момент в игре, которых больше вы никогда не увидите. И позже вы поймете почему. И вот за нами снова бежит эта хуедристика, но благодаря выдвигающейся клетке успешно спасаемся. Оба-на, новый ствол ВП-70, который очень поможет в легком дальнейшем прохождении. Professional паркур от Майлда. И попадаем на новую улицу, где есть место, что-то по типу общепита и тому подобное. Как раз таки здесь я и могу достать предохранитель, но нужна отвертка. Отвертка найдена и успешно забираем предохранитель. В первый раз здесь я реально хорошенечко так обсирался, но игра меня закалила, поэтому ничего страшного. Везде отрубается электричество и еще куча ненужных бессмысленных действий, которые помогут мне выйти из этого сущего ада. Кстати, к этому желтому почтовому ящику мы еще вернемся, но только потом, ясно? Потом. Возвращаемся в метро и вставляю предохранитель, а также немного мысли от нынешнего меня. Ой, блин, чё нахуй? Я ничего не увидел, но при этом звук услышал. Блять, я обосрался. Блядь, даже спустя 600 часов нахуй эта игра все еще продолжает меня пугать. Еще одно доказательство, что эта игра одна из самых охуенных. Да нет, да самая охуенная, блядь. Ничего лучше Cry of Fear вообще никогда не играл. Милутаться мы с тобой погружаемся, наверное. Мы с тобой подружимся, да? Локация просторная, но даже тут запутаться нереально сложно. На пути к ключевой двери опять преграждает чудовище по типу из фильма «Нечто». Короче, эту часть геймплея спидраним как только можем. Путем хитро выебанных махинаций сбиваем поездом эту херотень. Теперь, ребята, вас ожидает самый, тоже такой не особо из приятных моментов в игре. Наш Sony Ericsson сел, и теперь единственным источником света будут вот эти зажигательные огни. Но даже с ними все равно ни хрена не видно. Попадая в подземное метро, я тут же понимаю, что здесь у меня друзей нет. Даже поезда против меня в этой игре. Ебать! Доктора опять кого-то убивает, а мы продолжаем идти по его пятам. Отныне, теперь, то, о чем я предупреждал. От нас требуется не один предохранитель, а целых два. Как же это все больно. Доверьтесь мне, мои любимые подписчики и те, кто еще по какой-то причине подписался на этот канал, а вы должны были это сделать еще на первой секунде этого видео. Я уже который раз путаюсь, куда идти и что делать. Кстати, большинство ютуберов считают, что их подписчики выглядят вот так, там качки всякие, Джейсоны Стэтхэмы, но я считаю, что вы выглядите вот так. Извините. Первый предохранитель мы вставляли еще на входе метро. Как нетрудно догадаться, нужно обратно туда вернуться. Но, так как я люблю делать сначала сложные дела, а потом уже заканчивать легкими, я решаюсь найти новый предохранитель, прежде найдя старый. В говнище, низище, да по самое глинище, я возвращаюсь в то самое место, в которое ни один нормальный человек не хотел бы возвращаться. Апартаменты.
За все это время, пока нас не было, в апартаментах тут уже изрядно все затопило. И спустя несколько водных процедур и хождению по апартаментам, я нахожу закаточную кровавую комнату с лестницей вниз. Проходя очень длинный коридор, в голове Саймона прошептываются слова и мысли доктора о самом Саймоне. Он рассказывает, что Саймон пережил очень нелегкое и сложное событие в жизни, которое повлекло за собой необратимые последствия, эмоции, страхи, чувства. Все это темы табу для Саймона, и чтобы ему хоть немного стало легче, доктор прописывает ему медикаментозное лечение. Тот же самый морфин, который служит лечением для Саймона. И вот возвращаемся и снова встречаем эту гребаную голову, которая напугала еще в начале игры. Расправляемся с монстрами и снова оказываемся в этой кровавой комнате. Боги этого мира сжалились надо мной, и они одарили меня предохранителем. Остается дело за малым, вернуться в начало в метро и заполучить еще один предохранитель. И который, сука, раз я подбираю предохранитель, возвращаюсь обратно и узнаю, что я его не подобрал, а лишь вытащу. У меня просто нет слов. Каждый раз я об этом моменте в игре забываю. Ну ладно, не будем о грустном и проспидраним все это дерьмо. И открываем заветную злосчастную дверь. Но вот что за ней, мои дорогие зрители, вы уже узнаете во второй части сюжета Cryofear. Я бы мог бы уместить весь сюжет, концовки, дополнения, пасхалки и тому подобное в одно видео. Но это... знаете, это, мягко говоря, нецелесообразно. К тому же, я хочу растянуть удовольствие себе и вам, поэтому, блин, подписывайтесь на канал, чё вы, а? И да, еще раз скажу и не устану повторять, в Телеграме, блин, сидят только норм-челы, у которых недержание кала, а это в наше время очень большая редкость. Жду тебя именно там, ссылка в описании. Поэтому ставим лайки там, пишем комментарии, я на них, если что, отвечаю. А так, на этом все, блять.